Всем привет, ребята! Меня зовут Натали и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в видео я расскажу вам о том, как я пробовала в течение месяца заниматься по тренировке Чонгука из BTS и каких результатов я достигла за этот месяц. Я сегодня даже пью банановое молоко в честь этого. Я, мой муж и моя подруга, с которой мы вместе живем, очень серьезно восприняли карантин и решили сидеть дома и никуда не выходить, ну, только за продуктами, может быть, раз в неделю и все. И так как у нас появилось много свободного времени, мы решили, что нужно заниматься фитнесом. Мы пробовали разное, йогу, пилатес, кардио, какие-то функциональные тренировки, но все равно нам не хватало какой-то мотивации их делать. И примерно в то же время я наткнулась на твит, где какой-то армии или какая-то армия, смотря эпизод BTS, заметила, что на телефоне у Чонгука был список упражнений, которые он периодически делает. И она перевела все эти упражнения на английский и выложила в Твиттер. Тогда-то я и поняла, что это именно то, что мне нужно. Я решила, нужно попробовать заниматься как Чонгук, сделать это как челлендж. И, наверное, самый оптимальный период был месяц, потому что за неделю, сложно получить какие-то результаты, естественно. И мы все вместе начали делать этот челлендж. Мне было очень интересно, изменится ли мое тело сильно или не сильно, смогу ли я сбросить вес и вообще каких результатов я достигну. Естественно, я сняла весь свой процесс тренировки с первого до последнего дня и свой прогресс. И сейчас я вам все покажу и расскажу. Но перед тем, как начать это видео, я бы хотела рассказать вам о партнере этого видео, приложении для фитнеса Whelps. Вы знаете, зачастую, когда вы ставите перед собой цель набрать массу или похудеть, или просто привести тело в форму, вы начинаете искать какую-то информацию, и вам попадается очень много обрывочной информации в интернете, и вы теряетесь в догадках, не понимая, что же из всего этого вам именно нужно делать, чтобы достичь максимально эффективного результата. Что ж, у меня хорошие новости, потому что вам больше не нужно теряться в догадках, так как приложение Whelps было создано специально, чтобы помочь вам достичь наилучших результатов. Главное преимущество этого приложения заключается в том, что оно не только подбирает вам персонализированные тренировки, но и предоставляет план сбалансированного питания, что очень важно для достижения наилучших результатов. Вам больше не нужно сидеть на изнуряющих диетах и исключать из рациона свои самые любимые вкусняшки. Приложение проанализирует твои данные, рост, вес, параметры, предпочтения, физическое состояние и выдаст план тренировок и питания специально для тебя. Больше всего в этом приложении мне понравилось то, что он предоставляет тебе кучу разных рецептов, и когда ты составляешь себе меню на неделю, он выдает тебе список продуктов, которые тебе нужно купить в супермаркете. И для меня лично это просто идеально, потому что каждый раз, когда я хожу за продуктами, я теряюсь и просто не знаю, зачем и что мне нужно покупать. Если вас заинтересовало приложение Whelps, то специально для вас я оставлю ссылку в описании под этим видео, которое откроет бесплатный доступ на 2 недели для всех новых пользователей. И по истечению 2 недель, если вам понравится, вы сможете приобрести подписку всего лишь за 1500 рублей на полгода. Это всего лишь 250 рублей в месяц, вы можете сэкономить на чашке кофе и инвестировать их в свое тело, и поэтому я желаю вам отличной тренировки. Ну и возвращаясь к теме видео, я хочу рассказать все же, что же за упражнения были записаны в телефоне у Чонгука. Итак, первые у нас идут приседания, 20 повторений, далее идут отжимания, 20, приседания с прыжком, 20, упражнения на плечи 20, планка 10, альпинист 20, бёрпи 15, кранч 20, поднятие ног 20 и супермен 20. Естественно, в телефоне у Чонгука не было объяснено, сколько подходов выполнять упражнения и вообще, что это круговая тренировка или просто в несколько подходов нужно выполнять эти упражнения, но я посчитала, что, скорее всего, это круговая тренировка, и если вы не знаете, что это, то это когда вы выполняете с первого по последнее упражнение до конца, и потом все заново повторяете в несколько кругов. Я решила, что выполнять тренировку в 3 круга будет достаточно для меня, учитывая, что моя физическая форма не была на высоте на тот момент. К тому моменту я уже занималась примерно месяц фитнесом дома, но как бы накопленный жирочек за несколько лет давал о себе знать. К сожалению, я нереально тупанула, и я не знаю, как это произошло, но я удалила или потеряла видео, где я сняла то, как выглядело мое тело до начала тренировки, что я просто не понимаю, как это вообще могло со мной произойти, но вы можете примерно посмотреть на то, как выглядело мое тело с видео моего первого дня тренировок.
Ну и давайте я все же расскажу, что же это за упражнение, как его выполнять, что, как делать нужно. Начинаем мы обязательно с разминки, так как если не разогреть мышцы перед интенсивной тренировкой, даже делая очень легкое упражнение, можно заработать травму, и мы это, конечно же, не хотим. Первыми у нас идут приседания. Здесь вам не обязательно приседать слишком глубоко, важно делать в меру своих возможностей. Самое главное здесь не отводить колени вперед и держать их строго над пятками под углом 90 градусов, потому что если вы будете отводить колени вперед, вся нагрузка с мышц перейдет на коленный сустав, и вы можете заработать травму, или как минимум они будут болеть у вас. Приседания не были для меня самыми сложными, 20 раз было вполне выполнимо. Далее у нас идут отжимания. С самого начала я не могла полностью отжиматься, я могла отжиматься только от колен, но ближе к середине у меня начало получаться уже делать полноценные отжимания. Сразу хочу сказать, если у вас по истечении 30 дней не получится делать полноценные отжимания, это абсолютно нормально, потому что у каждого свой темп, и в моей ситуации сыграл тот факт, что раньше я очень много занималась, и, естественно, даже несмотря на то, что я делала большой перерыв, мышечная память все равно сохраняется. После отжиманий у нас идут приседания с прыжком. Тут тоже очень важно наблюдать за техникой, смотреть, чтобы колени не выходили вперед, потому что иначе это может быть травмоопасно. Для меня это упражнение было сложнее, чем обычное приседание, потому что я быстро выдыхалась, так как это более как кардиоупражнение. Следующее упражнение — это упражнение на плечи, так как не было объяснено, какое именно упражнение на плечи, я решила взять стандартное упражнение на плечи из планки. Суть его выполнения заключается в том, что вы встаете в обычную планку, держите спину ровно, и по очереди вы встаете сначала с локтей на ладони, и потом с ладони на локти обратно, чередуя руки между собой. Это упражнение вошло в список моих самых нелюбимых упражнений, потому что я даже раньше, когда занималась, никогда не уделяла должное внимание плечам, потому что всегда считала, что они у меня слишком широкие, я просто избегала любые упражнения на плечи, поэтому оно мне сложно давалось, очень сложно. Дальше в списке была планка, и было написано, что 10, но чего 10 и как делать планку 10 раз я не совсем поняла, поэтому я решила просто стоять в обычной стандартной планке минуту. Тут тоже важна техника выполнения, потому что иначе просто будет переходить не туда нагрузка и не будет смысла выполнения. В планке важно ставить локти прямо под плечи и сконцентрироваться на всех мышцах своего тела, на прессе, на руках, на ягодицах, на бедрах. Важно напрягать все мышцы одновременно, не прогибаться в спине и не приподнимать таз. Дальше идет упражнение альпинист. Это тоже упражнение из планки. Вы встаете в планку на ладони и подтягиваете к себе поочередно колени, как будто вы бежите. Упражнение не самое сложное, но и не самое легкое, дает хорошую нагрузку на мышцы пресса. Следующее упражнение просто для меня было каким-то невероятным адом, потому что каждый раз, когда доходила до него очередь, и я делала пару повторений, я просто думала, что я сейчас лягу и больше не встану, я больше не буду продолжать эту тренировку, и зачем я вообще, чем я занимаюсь в своей жизни, зачем, почему? Оно было действительно ужасным. Это упражнение бёрпи, и там очень важна техника выполнения. Так как я не профессионал, я советую вам обязательно посмотреть видео, которое я прикреплю в описании, где объясняется правильная техника выполнения бёрпи. Суть в том, что вы сгинаетесь, выходите в планку, ложитесь, поднимаетесь и делаете прыжок. Вот, но так как задействуется все тело, плюс работает кардио, это очень сложное упражнение, очень сложное, а также травмоопасное, поэтому обязательно посмотрите, еще раз говорю, видео в описании перед тем, как его выполнять. После бёрпи, самого сложного, мы переходим к упражнениям на пресс, и первое у нас обычные скручивания. Вы можете их выполнять в принципе как угодно, это не особо важно, можно просто делать обычные скручивания. Я сделала скручивание в лягушки с поднятием рук. После обычных скручиваний на верхнюю часть пресса, конечно же, мы делаем скручивание на нижнюю часть пресса, и это поднятие ног. Если во время выполнения этого упражнения вы почувствуете какую-то тягу или боль в мышцах спины, то это значит, ваши мышцы пресса еще недостаточно крепкие, и советую вам подложить ладони под ягодицы, тогда вам станет легче, и напряжение перейдет все-таки на мышцы пресса больше, чем на спину. И последнее наше упражнение будет упражнение Супермен. Вы ложитесь на живот, выпрямляете руки и ноги и одновременно пытаетесь их поднимать. Для меня это было не сложное упражнение, можно сказать, как даже отдых в конце круга. Ну и, конечно, когда я заканчиваю все 3 круга, я делаю растяжку. Мне кажется, делать растяжку после
интенсивной тренировки очень важно, потому что ваши мышцы нагреты. Во-первых, вы хорошо растянетесь и можете хорошо улучшить свою растяжку в принципе, когда вы растягиваетесь очень хорошо разогретыми. И во-вторых, у вас мышцы не будут так сильно болеть на следующий день, если вы хорошенько растянетесь. Что ж, теперь я хочу вам рассказать немножечко о вообще всем процессе этой тренировки. Поначалу мне, конечно, было очень-очень-очень тяжело, и она занимала очень много времени. В первый день я подсчитала, сколько времени у меня ушло на полноценную тренировку, не считая растяжки и разогрева, и у меня ушло 1,5 часа. Это все равно, что по полчаса на каждый круг, что очень-очень много, потому что мне было тяжело, и я часто останавливалась, часто отдыхала. Вот, но я поставила перед собой цель, что к 30-му дню мне, конечно же, обязательно нужно сократить время, помимо того, как улучшить выполнение, но и улучшить скорость выполнения. Ну и можно сказать, что это у меня получилось, потому что к 30-му дню, когда я засекла время выполнения всех упражнений, у меня ушло всего лишь 33 минуты на выполнение 3 кругов. Естественно, первый круг был самым быстрым, и потом с каждым кругом у меня добавлялось несколько минут. Так что я очень собой довольна тем, что я срезала время аж на целый час, и я чувствую себя очень хорошо по этому поводу. Ну и теперь самое время мне рассказать вам о том, как же изменилось мое тело, и самый главный вопрос, похудела ли я? И ответ очень простой, я не похудела за эти 30 дней, несмотря на то, как много я занималась и как много я потела, я не похудела даже на полкилограмма, что меня на самом деле очень сильно удивило, потому что визуально мое тело стало совершенно другим. Сразу скажу, что я питание свое абсолютно не меняла. Я питалась как обычно, ела чипсы иногда ела сладости, мороженое, жирную пищу, макароны, хлеб, ну, все вот это вот классное и вкусное. Но знаете, что я вам скажу? Судить о своих результатах, фитнес-результатах по весу, это, конечно, очень неправильно, потому что, во-первых, когда вы занимаетесь, у вас сжигается жир и увеличиваются мышцы, а объем килограмма мышц намного меньше, чем объем килограмма жира. То есть вы можете визуально стать намного стройнее, но по килограммам остаться в таком же весе. Поэтому я считаю, что самое эффективное измерение ваших результатов будет замер ваших параметров, талии, бедер, можно замерять руки. Я этого не делала, потому что я об этом на самом деле не подумала, но в следующий раз я буду знать об этом. Но, как я сказала, визуально я, конечно же, очень изменилась. У меня ушел излишний жир с боков. Естественно, есть еще куда двигаться, куда развиваться, но в целом я очень довольна результатами, потому что у меня тело стало намного подтянутее и намного привлекательнее. Ну и думаю, напоследок стоит рассказать о вообще общих впечатлениях моих об этой тренировке. Я вообще за свою жизнь пробовала разные тренировки. Я помню, когда-то у меня был период, когда я ходила очень много на танцы, когда-то у меня был период, когда я просто обожала кардио, когда-то я обожала как раз-таки круговые тренировки, там тренировки на повторение, функциональные. Был период, когда я очень любила веса, я прям очень большие веса поднимала, приседала, такой тоже период у меня был. И так как я все это перепробовала, я могу судить по своим впечатлениям и знаниям, и я могу сказать, что эта тренировка очень хороша, но ее нужно выполнять все-таки вместе с какими-то другими тренировками, потому что если ты каждый день выполняешь какую-то одну и ту же тренировку, твои мышцы быстро привыкают к этому, и она тебе уже становится не в тягость, и ты не будешь получать такие результаты. Это первое. Во-вторых, эта тренировка не затрагивает все группы мышц, над которыми нужно работать, собственно. В этой тренировке практически не участвуют бицепсы, трицепсы, грудь минимально участвует. Также можно сказать, что на ягодицы нет как такового упора в этих тренировках и нет упора на косые мышцы пресса. Поэтому мой личный вердикт — это то, что эта тренировка хороша, когда она выполняется в совокупности или как бы в чередовании с другими тренировками. И я уверена, что сам Чонгук не тренируется только по этой тренировке, у него самого есть там и танцевальные тренировки, он ходит в спортзал, занимается с весами, поэтому да. Почему я делала эту тренировку в течение месяца? Потому что я хотела сделать именно челлендж и посмотреть, как она изменит мой организм. Буду я периодически делать эту тренировку? Конечно, буду, но также буду выполнять и другие тренировки, другие упражнения, чтобы
взаимодействовать все мышцы своего организма. Ну и на этом, думаю, можно заканчивать это видео. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления. И мы очень скоро увидимся в следующем видео. Я вас очень сильно люблю. Покасики!